Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Давайте сегодня поговорим о всех девочках, кому за 50. Ведь они такие девочки. Они давно забыли романтику 15-летних, активный задор 25-летних, рациональных напор тех, кому за 30. Они много видели, потом зажмурились, потом открыли глаза и увидели новый мир, новых себя, новую жизнь. Они снова верят в лучшее, потому что худшее, как правило, с ними уже случилось. И они выжили именно для того, чтобы снова верить в лучшее. Они получают лучшее, потому что способны его разглядеть даже там, где прочие ничегошеньки не замечают. У них отточенный взгляд, чуткий слух и нежные руки. Поэтому оно, это самое лучшее, к ним так и льнет, так и льнет. Они красивы. Нет, что вы, они не симпатичны, они удивительно красивы, потому что признали, что у них именно вот такие попы, такие груди, такие носы и такие ноги. Они научились любить все это. Они знают тайну, эти девочки за 50. Они уже переели этих приколов про миллионы, карьеры, успешность и социальный статус. Они теперь точно знают, что самое главное совсем не то, что показывают по телеку, пишут в интернете, постят в соцсетях и рассказывают на тренингах. Они про это самое главное знают и помалкивают. Про то, что главное в жизни – сама жизнь, ее вкус, цвет, ритм, запах, умение наслаждаться и радоваться каждому дню. У них давно нет отточенных фраз, заготовленных приемов, соблазнений и дежурных нарядов на выход. Они перестали быть в активном поиске, они нашли того, кто им так нужен был все эти годы, себя, настоящих. И оказалось, что такие настоящие, они очень и очень интересны всем окружающим. Ну, практически всеми достойным мужчинам, тем более. Они снова умеют плакать навзрыд и хохотать взахлеб. Они уже отходили в свое бронежилете социальных приличий, требований, запретов и разрешений. Им надоело держать себя в руках, они руки разжали, и на свободу вышла живая, чувственная, настоящая она. Они живут как дышат, то бурно, то тихонько, то нежно и чуть слышно, то торопливо и азартно. Дышат в ритме жизни, живут в ритме дыхания. Наконец-то после 50 у них это начало получаться. Жизнь в одно время с жизнью. Девочки за 50 ужасно любопытны. Как-то получилось, что после «да, я сама все знаю» начинается «ой, девчонки, сколько всего клевого вокруг». И танцы, и йога, и программирование, и путешествия, и кулинария. Они творят жизнь, нанизывают бусинки своих новых, открывшихся как дыхание талантов. Они пишут картины, разрисовывают тарелки и покоряют горы. И у них все получается. Девочки за 50 совсем не тетки, они носят длинные юбки, потому что это очень красиво. И короткие тоже носят, и джинсы, и бижутерию разную, от отечественной до индийской, забросив в шкатулки дорогие фирменные украшения. Им, им уже не надо больше доказывать то, что и у меня есть бриллианты. Им важно, что им нравится. Они не хотят ничего знать про модно, тренд и в этом сезоне. Им надо, чтобы лично им было красиво. И в этом красиво очень много женского, теплого и неторопливого. Девочки за 50 перестают считать калории, потому что любовь, интерес, движение, азарт, вдохновение работают куда лучше фитнес-залов и пластических хирургов. Ну да, именно поэтому они и стали такими красивыми. Девочки за 50 послали далеко и надолго все тайм-менеджменты, мотивационные спичи и трансформационные речи. Они знают цену каждой минуте, везде успевают, никуда не опаздывают, потому что никуда не спешат. Не достигают, не борются, не добиваются, они просто живут и точно знают, что еще через 50 все будет намного интереснее. За чертой определенного возраста каждому из нас доведется найти новый смысл жизни. В доказательство этому интересный рассказ одной женщины, как меняется жизнь человека после 50 лет. Вот он, рассказ. Наконец-то мне удалось отыскать смысл жизни.
Мои подруги были удивлены, что это и не дети, и не внуки, и не муж. Хотя я знаю массу примеров, когда именно вторая половинка становится смыслом жизни после 50 лет. Я думаю, что женщины просто боятся, что они останутся одни, поэтому выбирают мужчину в качестве своего спасательного круга. Но моя история сложилась иначе. Прожив приличное количество лет, я поняла, что дети давно уже выросли. В один день покинули родное гнездышко и навсегда. А затем у них появились и свои малыши, и внуки растут настолько быстро, что я просто не хочу мешать. Чтобы сохранить хорошие отношения с семьей, не стоит лезть в чужую жизнь, ведь у каждого она своя. Кстати, дети уважают мою позицию и, скорее всего, даже благодарны. А с мужем мы давно в разводе, и я абсолютно не жалею о нашем общем решении. Я и он счастливы. Так что же с заветным смыслом жизни? Все очень просто. Я осознала, что нужно жить только для себя. Ведь каждый новый день может стать последним. Нужно больше путешествовать, потому что новые места дарят незабываемые эмоции и впечатления. Кроме того, я поняла, что не стоит наполнять свою жизнь за счет других людей. Пускай это будут дети или внуки, но это неправильно. Главный вывод, к которому я пришла после 50, это то, что я должна быть здоровой. Потому что я искренне хочу дожить до 60, 70 или даже до 80 лет. А для этого нужна хорошая физическая форма и крепкое здоровье. Причем как физическое, так и ментальное. Кроме того, я не хочу стать обузой для своих родных, не хочу, чтобы за мной ухаживали, как за немощной. Мой новый смысл жизни заключается в самой жизни. Именно в моей жизни, которую я налаживаю по своему плану. Сейчас я активно занимаюсь оздоравливанием своего организма. Я хочу поддерживать себя в форме, а свой организм в тонусе. Поэтому каждое мое утро начинается с зарядки или прогулки на свежем воздухе. Также я хожу в бассейн и начала познавать глубины йоги. Главное — найти занятие, которое подойдет именно тебе. Дети и внуки восхищаются моим прогрессом. Я стала примером для подражания, и это выше всяких похвал. Вот он, мой смысл жизни. Резюмируя все сказанное, хочется очертить 3 интересных этапа, наступающих после 50 лет. Первый. Новая свобода. Первый этап жизни после 50 наступает, когда дети выросли, а ты вновь становишься свободным. Появляется намного больше свободного времени, возможностей и желаний. Все это возможно, если ты успел реализоваться в профессиональном плане. Ты как будто видишь, к чему привели тебя трудные годы, потраченные на карьеру и семью. На этом этапе очень важно не сбиться с пути и переосмыслить прошлую жизнь. Второе. Новые горизонты. Второй этап наступит, когда ты поймешь, что ты хочешь и готов делать со вновь обретенной свободой. И здесь нет никаких границ. Все зависит от твоих позабытых желаний и возможностей. Например, можно наконец-то закончить магистратуру, которую пришлось бросить в юности, или посвятить жизнь новому, неизведанному ремеслу. Третий этап. Новая простота. На этом этапе тебе нужно хорошенько осмотреться, избавь свою жизнь от всего ненужного, начни с малого. Например, выброси старые вещи, которые загромождают квартиру. Кроме того, сделай минимализм основным принципом своей жизни. Ты и глазом моргнуть не успеешь, как все станет проще и понятнее, и дышать станет легче. Конечно, у каждого из нас своя дорога. Кому-то удается наметить тернистый путь еще в юности и четко следовать маршруту, а кто-то находит новый смысл жизни только после 50. Но совершенно не важно, сколько тебе лет. Главное — ощущать гармонию с собой и окружающим миром, любить, ценить и уважать себя. Поделитесь в комментариях, а в чем смысл вашей жизни. И помните, что на канале «Жизнь женщин» можно найти много интересной и полезной информации, поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. А я благодарю всех за лайки, внимание, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока.